очень красивый для рисования, но не все. Привет, друзья! С вами Галя Карен, и сегодня мы продолжим прогулки со мной, арт-прогулки. И сегодня мы снимаем одно из самых известных произведений Антонио Гауди «Саграда Фамилия». Также это знаковое, культовое, иконическое место Барселоны. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки и комментарии. Мне это важно, а вам будет интересно и полезно. Саграда Фамилия находится в очень веселом, шумном и очень туристическом районе. Это район Эшампль, центр модернизма в Барселоне. Об этом я подробно рассказываю на своих экскурсиях. Ссылка будет дана на мой сайт в описании. Этот район очень красивый для рисования, но не все. Самые интересные места – сама Саграда Фамилия, Авенгуда Гауди, прямая стрела, которая соединяет вас с госпиталем Сан-Пау. А госпиталь Сан-Пау, находящийся объект под охраной ЮНЕСКО, руки известного архитектора Луиса Доминика и Монтанера. О нем я тоже рассказываю в своих экскурсиях. И сегодня я буду рисовать вместе с вами Саграду Фамилию с этого замечательного ракурса. Ну что, погнали! Для рисования Саграда Фамилия я не случайно выбрала этот ракурс. Мне хотелось чего-нибудь особенного, потому что на всех фотографиях его фотографируют либо со стороны прудика, либо со стороны улицы Авенгуда де Гауди. Возможно, с этих позиций Саграда выглядит наиболее выигрышно, но мне хотелось сделать что-то необычное. Я очень люблю водяные маркеры. Они дают ощущение акварельности рисунка, его живописности. Вообще, я в общем и целом люблю маркеры, поэтому иногда выбираю спиртовые, которые также можно смешивать, а иногда выбираю водные маркеры, чтобы рисунок был более живым и более акварельным. Цвета всегда выбирать трудновато, так как хочется всего и побольше. Можно вообще ограничиться 2-3 цветами, а можно выбрать цвета из одной цветовой гаммы. Например, несколько зеленых, несколько коричневых, несколько синих, для того, чтобы рисунок выглядел более живописным. То есть при рисовании маркерами вообще можно делать все, что хочешь. Самое главное – знать основу рисунка, перспективу, композицию, а дальше уже ваша неограниченная фантазия. Именно в этом рисунке я взяла достаточно большое количество маркеров, потому что у меня была такая возможность. Я взяла с собой много, чтобы порисовать в свое удовольствие. Так что все еще зависит от того, сколько ты взял с собой маркеров на городской скетчинг. При рисовании я очень часто использую карандаш для того, чтобы накидать композиционно, а иногда я его не использую, потому что когда ты наносишь рисунок сразу каким-то маркером, это очень чувствуется, это получается очень интересное изображение, рисунок получается живой. Но в этот раз я для начала взяла синий маркер для того, чтобы создать контур. И синий это был цвет неба. В принципе, это было необычно для создания этого скетча. При любом рисовании, будь он набросок или длительная законченная работа, очень важно делать так, чтобы рисунок был закончен в любой момент времени, когда вы остановились. То есть его можно рисовать 5 минут, его можно довести до более детального состояния. Я в этот раз потратила на него немножко больше времени. И обязательно с собой носите белую ручку. То есть белая ручка, она закрашивает всякие косяки и какие-то неправильные линии. Но также с помощью белой ручки можно создавать дополнительные эффекты. В этот раз я не взяла с собой черный лайнер. Я взяла с собой кисточку, которая была уже с танкером с водой, для того, чтобы придать рисунку акварельность. При создании рисунка можно поиграть с тенями. Это также будет очень красиво. И, кстати, о самой Саграда Фамилия. Дело в том, что Гауди – это не самый первый архитектор. До этого за дело взялся другой человек. Но потом что-то пошло не так, и архитектором пригласили Гауди, и это был его проект, который он делал до самой своей смерти. То есть это на самом деле проект и работа его жизни. Вот такой вот результат у нас получился. Этот скетч занял у меня примерно 18-20 минут.
У нас немножко изменилось освещение, было солнечно, набежали облака. Но в целом очень похоже. Освещение меняется быстро. Надеюсь, вам понравилось, было интересно и понятно, как нарисовать Саграду Фамилию. С вами была Галя Карен. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что еще хотели бы вы увидеть, как я рисую. Я тогда расскажу историю, покажу, как рисовать. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока-пока!